Дорогие друзья, темой нашего нового расследования стало убийство известного белорусско-российско-украинского журналиста Павла Шеремета. Данное убийство произошло в Киеве в 2016 году и до сих пор остается нераскрытым. Pavel Sheremet had just got into the vehicle and started his drive to work. Когда он остановился, увидев, что я стою на главной, собираюсь поворачивать налево, в этот момент произошел взрыв. 20 июля прошлого года Павел Шеремет был убит в центре Киева. Это преступление стало одним из самых громких в Украине за последние годы. И когда собирался повернуть налево, произошел взрыв. В расследовании мы приоткроем завесу некоторых тайных событий в недрах КГБ Беларуси, имевших место в то трагическое время. Преподнесем нашу версию событий и, конечно же, назовем фамилии возможных убийц. Итак, начинаем. Не переключайтесь. Как известно, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате подрыва автомобиля, принадлежавшего руководителю «Украинской правды» Алене Притуле на углу улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. Шеремет Павел Григорьевич, 1971 года рождения, уроженец города Минска. Белорусский, российский и украинский тележурналист. В 1994-1995 годах работал на белорусском телевидении. В 1996 году главный редактор белорусской деловой газеты. В этом же году стал руководителем отдела специальных информационных проектов ОРТ. С 2012 года проживал в Украине. Работал в «Украинской правде», на телеканале ТВИ и радио Вести. Пару месяцев назад с нами связался наш источник, бывший силовик, которому мы доверяли. Так вот, источник сообщил, что Павел Шеремет был убит по заказу президента Беларуси Александра Лукашенко, и исполнителями выступили сотрудники спецподразделения Альфа КГБ. Ну вот, опять во всем виноват Лукашенко. Это слишком банально, подумаете вы. Только ленивый не обвиняет Лукашенко в этом преступлении. Нельзя же все преступления вешать на Лукашенко. Мы тоже так сперва подумали, но потом изучили множество источников и все-таки решили провести свое расследование. Тем более, как позже вы узнаете, информация по данному преступлению частично у нас уже была. Мы последовали совету древнеримского политика Марка Тулия Цицерона: ищи, кому выгодно. Павел Шеремет являлся личным врагом Александра Лукашенко, который, как мы знаем, чрезвычайно мстителен и никого не прощает. Всем известны так называемые эскадроны смерти, которые по заказу диктатора ликвидировали в конце 90-х годов не только верхушку организованной преступности, претендовавшей на власть и деньги в стране, но и политических оппонентов Лукашенко: Виктора Гончара, Юрия Захаренко, Анатолия Красовского и Дмитрия Завадского. Чем же насолил Лукашенко журналист Павел Шеремет? Все началось с показа в июле 1996 года репортажа в эфире ОРТ о ситуации на белорусско-литовской границе. Незадолго до исчезновения журналистов в эфире ОРТ выходит сюжет о контрабанде через белорусско-литовскую границу. Это становится настоящим оскорблением для Лукашенко. Павел Шеремет показал белорусский пограничный столб и демонстративно перешел границу на литовскую сторону и вернулся обратно, показав проблему фактического отсутствия государственной границы. Сам факт беспрепятственного проезда целой съемочной группы к границе, а на их пути должны были встретиться посты, секреты, пограничные наряды, средства сигнализации и видеоконтроля, а также переход границы в обе стороны, показал полный провал и непрофессионализм белорусской пограничной службы в организации охраны государственной границы. Этим репортажем Павел нанес Лукашенко личное оскорбление. Ведь именно в пограничных войсках служил сам диктатор и его старший сын Виктор. Эта служба пользовалась покровительством Лукашенко. Выходцы со службы, к примеру, Игорь Рачковский, Юрий и Иван Тертели, Вадим Зайцев, назначались руководителями силовых ведомств страны. Пограничникам доверялись
тайной операцией, например, операция «Шлюз» по переправке незаконных мигрантов в Европу. А тут такой позор не только перед белорусской аудиторией, но и на весь мир, в том числе и многочисленную российскую аудиторию, страну, президентом которой в то время мечтал стать Лукашенко. Вся съемочная группа сразу же была арестована. Лукашенко публично обвинил их в шпионаже и терроризме. 3 месяца провел журналист в тюрьме, пока за него не вступился президент России Борис Ельцин. 2 октября 1997 года спецборд президента Лукашенко не мог взлететь из Минска в Россию. Борис Ельцин запретил принимать борт, заявив: «Он пусть сначала Шеремета отпустит. Ведь мы никаких белорусских журналистов не трогаем. У нас все-таки свобода, тем более в Союзе». Сегодня президент Беларуси 3 часа просидел в Минском аэропорту, ожидая приглашения в самолет, чтобы перенестись в российский город Липецк. Но рейс пришлось отменить, а Лукашенко вынужден был вернуться обратно. Причиной стала не плохая погода, а решение Москвы не пускать белорусского лидера в российские пределы. Мы получили информацию из Центральной диспетчерской службы о том, что разрешение, которое было выдано 24 сентября, аннулируется. Вскоре Шеремета действительно отпустили. Лукашенко был вне себя от ярости. Мы слишком много позволяли иностранным средствам массовой информации. И в том числе такой информационной войны, такой обрывной политики, которую сегодня российские средства массовой информации ведут по отношению к Беларуси, иностранцы себе этого не позволяют. Именно в то время Павел Шеремет и стал личным врагом Лукашенко. В 2000 году Шеремет выпустил фильм «Дикая охота», в котором рассказал о политических убийствах в Беларуси. А в 2004 году выпустил книгу «Случайный президент», в которой подробно рассказал реальную биографию диктатора, попутно развенчивая мифы государственной пропагандой, выставив Лукашенко в очень неприглядном виде, назвав его приход к власти нелепой ошибкой истории, даже подвергнув сомнению его психическое здоровье. Каждый факт, изложенный в книге, был подтвержден показаниями свидетелей и документами. Книга, кстати, очень интересная, читается легко и быстро, советую почитать всем. По нашему мнению, именно эти факты, телерепортаж о дырявой границе, унижение со стороны Бориса Ельцина, выпуск книги и фильма могли сыграть ключевую роль в решении ликвидировать обидчика. Ибо опыт в таких ликвидациях уже имелся немалый. Со временем ненависть не проходила, а накопилась годами. Об этом говорит и лишение Шеремета белорусского гражданства в 2010 году. Как мы видим, мотив у Лукашенко действительно был. Мы не можем утверждать, что именно он и был заказчиком убийства, однако это весьма и весьма вероятно. Источник также назвал имя одного из возможных участников преступления. Это Вячеслав Сидоракин. Где-то мы эту фамилию уже слышали. Точно. В фильме «Операция Манкурты. Часть 2», который вышел на ОНТ 3 года назад. Согласно сценарию фильма, Вячеслав Сидоракин оказывал помощь сотруднику КГБ в побеге из Беларуси с архивом секретных документов. Не может быть, подумали мы, ведь он на нашей стороне и не мог совершить преступление. Мы изучили его личность. Сидоракин Вячеслав Петрович, 1970 года рождения, уроженец города Гомеля. С 1998 года старший инженер-пиротехник спецподразделения «Алмаз» МВД. С 2001 года начальник службы пиротехнического обеспечения и применения спецсредств «Алмаз». Уволен в 2008 году по собственному желанию. В 2009 году осужден, отбывал наказание ВК-12. В 2011 году освободился. Интересна фабула совершенного им преступления. Сидоракин, будучи заместителем командира «Алмаз», на протяжении 2007-2008 годов неоднократно совершал хищение взрывчатых веществ и взрывных устройств «Алмаз», находившихся в помещении по улице Короля 65 в городе Минске. Как мы видим, он является специалистом в области взрывотехники. В 2022 году Вячеслав Сидоракин повторно осужден за совершение преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 295 «Незаконное действие в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ»,
части 1 и 2 статьи 333 прим. 1 незаконное перемещение через таможенную границу ЕС или государственную границу РБ ядовитых веществ, радиоактивных материалов, огнестрельного оружия и боеприпасов. Признан политическим заключенным, отбывает наказание ВК-20. Таким образом, белорусский суд признал, что Сидоракин незаконно перемещал через границу огнестрельное оружие и боеприпасы. То есть, теоретически мог их переместить и в Украину. К сожалению, изучить приговор нам не удалось, чтобы узнать, что именно и куда он перемещал. В фильме были показаны взрывные устройства и боеприпасы, изъятые у Сидоракина во время обыска. Вы собственник дома? Да. Кто здесь проживает? Моя мама. Дом в частном секторе на юге Гомеля. Мужчина на видео – родственник Вячеслава Сидоракина, бывшего сотрудника правоохранительных органов. Муж его сестры жил себе вполне спокойно, а вот Сидоракин приезжал в Гомель, а заодно привозил оружие и боеприпасы. Сидоракин – профессионал в минно-подрывном деле, а еще готовил наемников для боевых действий на Ближнем Востоке. В Гомеле, в Минске и в Минском районе обнаружены 3 специально оборудованных тайника с оружием от Сидоракина со своими подельниками. Один из них – Юрий Горкач. Поясните, что в каждой коробке находится? Патроны 5,45, граната F1, силы ВВ, магазины, пистолет УТТ, патроны 7,62 на 25, ШКЗ, детонатор. В этих остальных ящиках патроны? В каком-то есть граната. Там что? Детонатор. Так, под пистолет. Пистолет ТТ, блок 17. И вот это зеленое что? ПБС. Ручные гранаты наступательного действия. Электродетонаторы военного назначения. Заряды СЗ-1Э и СЗ-4П. Заряды нормальной мощности используются при изготовлении самодельных взрывных устройств. Пистолет Макарова с приспособлением для бесшумной беспламенной стрельбы. Такого арсенала вполне хватит для не одной диверсии. Специальные заряды для подрыва нефти и путепроводов, средства поражения для бронированных автомобилей и воздушных судов. И десятки килограммов взрывчатки, тротил, пластид и эластит. Экспертам поступило порядка 600 объектов для проведения судебной взрывотехнической экспертизы. В отношении части объектов экспертные исследования проведены. Им дана экспертная оценка. По результатам проведенных исследований установлено капсули-детонаторы лучевого типа, электродетонаторы военного назначения, подрывные заряды тротила и гексогена общей массой более 25 килограммов, инженерные мины, ручные осколочные гранаты, реактивные гранаты РПГ-18, относящиеся к категориям конструктивно оформленных зарядов, бризантных взрывчатых веществ, взрывных устройств и боеприпасов, предназначенных для поражения цели. У Сидоракина были изъяты боеприпасы и взрывчатые вещества, пригодные в том числе и для подрыва автомобилей. Далее еще интереснее. В фильме назвали фамилию задержанного подельника Сидоракина. Это Юрий Горкач. Горкач Юрий Анатольевич, 1977 года рождения, уроженец города Минска. С 2004 года служил в КГБ Беларуси. Сперва следователем, затем сотрудник спецподразделения Альфа КГБ. Осужден в 2022 году за совершение преступления, предусмотренного частью 2 статью 295 УК Беларуси «Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ» к 4 годам лишения свободы. Признан политическим заключенным. Отбывает наказание ВК-12. Эту фамилию ранее мы уже слышали. Еще в начале 2021 года с нами связывался один из источников и сообщил очень интересную информацию. 2 истории стали складываться в один пазл. И вот его история. Весной 2012 года председатель КГБ Беларуси Вадим Зайцев назначил сотрудника спецподразделения Альфа КГБ Юрия Горкача своим помощником по особым поручениям. Горкач подчинялся только ему напрямую. Ему выделили отдельный кабинет в здании центрального аппарата КГБ с подключением оперативной базы данных.
Из гаража Альфы выделили служебный автомобиль BMW X5 черного цвета. На базе подразделения Альфа Юрий Горкач создал особый отдел для выполнения специальных поручений председателя КГБ. В данный отдел был взят взрывотехник Вячеслав Сидоракин, снайпер Альфы Александр Зайцев, сын председателя. Зайцев Александр Вадимович, 1986 года рождения, уроженец поселка Емельчино, Емельчинского района Житомирской области, Украины. В 2005 году обучался в Московском пограничном институте ФСБ России, окончил Академию национальной безопасности Беларуси, с 2011 года военнослужащий войсковой части 10091 Центральный аппарат КГБ Беларуси. Группа Горкача должна была выезжать в служебные командировки для выполнения специальных заданий за границу. Деньги на это выделялись по линии первого главка внешней разведки КГБ. Юридические консультации для выполнения заданий Горкач получал у доверенного следователя КГБ, умевшего хранить тайны Ивана Санько, дружившего в ту пору с Вадимом Зайцевым. Санько Иван Иванович, 1979 года рождения, уроженец деревни Кошелева Новогрудского района Гродненской области, житель города Минска. С 2004 по 2010 год служил в военной прокуратуре старшим следователем, потом помощником прокурора, а с 2010 года служил в Центральном аппарате КГБ Беларуси, войсковая часть 10091. Где-то в мае-июне 2012 года Зайцев выдал Горкачу $15 000 США наличными для выполнения задания для поездки в Россию на BMW X5 в составе группы из 5 человек в город Москву. Из России вернулись через несколько дней. Что же могли делать в России эти люди? Теоретически, группа могла выезжать для проведения разведки в отношении Шеремета. В сети интернет нет точного времени переезда Павла в Украину. Мы связались с Аленой Притулой, известной журналисткой, которая проживала с Павлом в момент его гибели. Она пояснила, что Павел примерно до 2012 года жил в Москве, а с 2012 по 2015 годы проживал на две страны – Россия и Украина. Он продолжал вести программу в Москве, куда периодически выезжал из Киева. Мы проверили пересечение границы фигурантами. Юрий Горкач выезжал в Украину с 30 августа по 13 сентября 2013 года, Иван Санько выезжал с 20 августа по 2 сентября 2012 и с 4 по 15 августа 2013 года. Александр Зайцев с 4 по 27 июля 2012 года и с 29 сентября по 3 октября 2013 года. Были ли фигуранты в Украине в момент ликвидации Павла в 2016 году? Сидоракин выезжал в Украину в этот год 3 раза. С 13 по 17 марта, затем с 13 по 17 апреля и с 9 по 12 июня. В момент убийства пересечение границы фигурантами не зафиксировано. Мы посмотрели расследование убийства Павла Шеремета под названием «Убийство Павла. Расследование гибели журналиста Шеремета», где украинскими журналистами проведена огромная работа по сбору и обработке следов и доказательств по делу. В соответствии с имеющимися записями видеонаблюдения, компактное взрывное устройство направленного дистанционного радиуса действия на магнитном носителе было установлено снаружи и прикреплено к днищу автомобиля под местом расположения водительского сидения неизвестной женщиной и приведено в боевую готовность путем переключения активатора в положение «включен». Весь период установки, закрепления и активации занимает от 10 до 15 секунд. То обстоятельство, что сопровождавший ее мужчина перешел на противоположную сторону дороги, говорит о том, что установка и активация данного взрывного устройства была сопряжена с определенным риском срабатывания взрывного устройства при его установке, и указанный мужчина отдалился от места установки на минимально безопасное расстояние. То, что взрывное устройство не сработало при запуске двигателя авто и последующем его движении и маневрах, повороты и движения задним ходом, подтверждает тот факт, что оно имело дистанционный радиус действия, либо, что наиболее вероятно, приведено в действие принудительно дистанционно, при удалении объекта на безопасное от подрывающего лица расстояние соответственно. В расследовании показаны съемки с камер видеонаблюдения мужчины и женщины, которые предположительно причастны к убийству. Давайте посмотрим на них.
Важное видео с камер наблюдения, на которое полиция, похоже, не обратила внимания. Пара приближается, и становится очевидным, что это мужчина и женщина. Они ведут себя так, будто не знают друг друга, пока не сойдутся вновь где-то через полквартала. Согласно карте и опубликованному видео, именно это последнее место, где камеры зафиксировали мужчину и женщину. Позже выяснится, что это не так. Не знаю, как вам, а мне снятый мужчина по внешнему облику очень напоминает Вячеслава Сидоракина. Также мы стали искать женщину, которая могла бы поучаствовать в такой операции со стороны спецслужб Беларуси. Мы связались с несколькими бывшими сотрудниками спецподразделений КГБ и МВД, и нам удалось выйти на единственную женщину, которая по своим личным качествам готова была на такого рода операции. Характеризовалась как исключительно исполнительный сотрудник, а также обладала навыками работы со взрывчатыми веществами. Это Козлова Татьяна Владимировна, 1976 года рождения, жительница города Минска, которая с 2000 года проходила службу в спецподразделении «Алмаз» МВД совместно с уже известным нам Сидоракиным. В 2017 году после ликвидации Шеремета она с почетом уволена со службы, однако продолжает участвовать в оперативной работе. По месту ее жительства город Минск, улица Лидская, 1475, с 25 июля 2012 года зарегистрирован сотрудник КГБ Гелах Юрий Николаевич, 1978 года рождения. Причем для регистрации он использовал паспорт прикрытия на имя Гуриновича Юрия Николаевича, 1978 года рождения. Регистрация сотрудника КГБ и выдача ему паспорта прикрытия недели ранее совпадает с моментом создания группы Горкача. Гелах 26 июля 2012 года выезжает в Украину и 29 июня 2013 года возвращается на один день и в этот же день снова уезжает в Украину. И возвращается только 29 сентября 2013 года. Практически год находился в Украине. Чем он мог там заниматься? Может, проводил слежку? Нам не удалось найти каких-либо доказательств его причастности к преступлению. Может, это удастся украинским следователям. Что касается Козловой, то границу с Украиной с 2012 года официально она не пересекала. Могли ли фигуранты нелегально перейти границу и вернуться обратно? Если в операции участвовали профессионалы из подразделений «Альфа» и «Алмаз» и все было согласовано на высшем уровне, то также могли. Тем более, что навыки перехода границы в обе стороны регулярно ими тренируются во время учений. Но это только наши предположения, доказательств этого у нас нет, к сожалению. Если сравнить фото Козловой с женщиной с видеозаписей, то также наблюдается сходство по фигуре. Мы снова связались с первоначальным источником информации. К ранее сказанному он добавил, что Горкач и Сидоракин решили не просто выполнить заказ, но и сорвать на этом денег. О какой сумме может идти речь, нам установить не удалось, так как выплата не была произведена. Обоснованно подозреваемые в начале лета 2012 года связывались с погибшим через третье лицо, личность которого пока не установлена. После получения денег они планировали указать объекту местонахождение первоначального взрывного устройства, а уничтожить объект дублирующим взрывным устройством впоследствии. Однако Шеремет не дал никакого ответа посреднику и переехал в Киев. Информация об утечке дошла до самых верхов. Также в Москве исполнить заказ не удалось, и Зайцев был снят с должности. На его место пришел Валерий Вакульчик, который должен был исправить ошибки своего предшественника. В октябре 2012 года Вакульчик первым делом снял с руководства группой Юрия Горкача, как не справившегося с поставленной задачей, а также как главного подозреваемого в утечке информации, и лишил его служебного автомобиля. А группа продолжила свою работу, но уже под новым руководством. В 2016 году в Киеве работало несколько групп. Первая проводила наружное наблюдение и собирала информацию, вторая заложила взрывное устройство и привела его в действие. О замеченной слежке также говорится в расследовании. Близкие и друзья Павла рассказали, что за ним и другими сотрудниками «Украинской правды» незадолго до убийства велась слежка.
Алена вспомнила странный случай, когда их машину, вероятно, преследовали. Мы когда проезжали на вот этот вот мост, который уходит на Богатырскую, я так оборачиваюсь, смотрю сбоку, едет машина, там красная ДЭУ. Ну, все красная ДЭУ и красная ДЭУ, ничего такого. Ну, то есть как бы даже не отметила себя в голове, да? Проехали на эту Богатырскую, заехали в какой-то чертов кулич, какой-то некий двор, поставили машину во дворе. Значит, мы с Юськой гуляем, и тут я смотрю, в этом же дворе стоит та же красная ДЭУ, и тот же чудак, который был за рулем. Ну ладно, ну типа, ну опять же, может быть совпадение, да? Но потом, когда мы вот уже выезжали, и мы едем опять на этот мост, я смотрю в задний и смотрю, говорю: Паша, вот эта машина встречается на нашем пути уже 3-й раз. Красная ДЭУ, да. Он стал чуть-чуть так притормаживать, чтобы мы с ней поравнялись. А тут на нас вообще внимания не обращает никакого. Очень странно, да, когда ты в настолько разных местах встречаешь одну и ту же машину 3 раза. Для меня из мира удивительного. Мы снова связались с Аленой Притулой, однако нам не удалось подтвердить у нее факт вымогательства денег у Шеремета. Такой информацией она не обладала. Олег Алкаев вспоминал, что предупреждал Шеремета о преследовании со стороны спецслужб Беларуси. Я его предупреждал. Когда я получил известие о том, что готовится на меня покушение, я ему написал по почте на e-mail, что Павел, ну, я сейчас не помню текст полностью. Дело в том, что я там поменял адреса эти, и сейчас найти это письмо сложно. Но то, что я его предупредил, я хорошо помню. Вот. Я не указал, что убийство, я сказал, что преследование так ведется. Я не мог гарантии сказать, что им про себя тоже, потому что пока живой же я еще был. Вот. И он мне не ответил. Я просто не знал, что у него там личная жизнь не сложилась, он в то время ее устраивал. И, может быть, ему не до этого было. В общем, он несерьезно к этому отнесся. Видимо, зря. Невидимо, а теперь уже понятно, что зря. Почему же Сидоракин и Горкач были задержаны и осуждены в 2022 году? Как мы помним, они оказывали помощь в побеге сотрудника КГБ, и информация о событиях 2016 года могла выйти наружу. Источник считает, их арест нужен был для предотвращения их бегства за рубеж, из колонии они уже выйти не должны. Итак, уважаемые зрители, мы представили вашему вниманию всю имеющуюся у нас информацию и доказательства по этому делу. Конечно же, все материалы мы готовы предоставить заинтересованным сторонам. Надеемся, убийство Павла Шеремета все же будет раскрыто, и виновные понесут заслуженное наказание. Если вам понравилось наше расследование, подписывайтесь на наши каналы, ставьте лайки, если вы находитесь в безопасности. Живе Беларусь!